Эту силу не видно, она не оставляет синяков, ее не видно на рентгеновских снимках, ее невозможно определить по анализам медицинским. Да и даже бывают анализы какие-то у человека выходят и показывают полностью здоров человек, но при этом его подкосило нечто. Что его подкосило, непонятно. И сегодня мы поговорим о сглазе. Как сказал пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи, сглаз способен отправить верблюда в котел, а человека в могилу. В этом ролике я вам расскажу про 5 признаков сглаза физических, явных, которые можно увидеть, а также такие признаки, которые можно заметить по внутреннему состоянию человека, по его психологическому состоянию. Также я вам расскажу о том, как надо бороться со сглазом, как сделать так, чтобы тебя не сглазили, какие нужно предпринимать шаги и как вылечиться от сглаза, если тебя уже он постиг. Часто мы видим людей, чья жизнь неожиданно рушится без каких-либо вообще ощутимых причин. Человек вроде бы здоровый, вроде бы успешный, все в порядке, но неожиданно он превращается в того, кто просто лежит пластом на кровати и никуда не может сдвинуться. Так ведь очень часто бывает, что машина или вроде бы не было никаких причин для поломок и перестает работать. Человек даже иногда приходит и говорит: я очень сильно болен, я смертельно болен, а анализы говорят, что нет, вы абсолютно здоровы. И как сказал пророк, саллиллаху алейхи, если бы что-то могло бы опередить предопределение, то это был бы сглаз. Итак, что такое сглаз и как он работает? Дорогие друзья, сглаза боялись даже пророки и знали, что он может постичь человека. Вспомните суру Юсуф, где отец Юсуфа, Якуб, отправляет своих сыновей в город и говорит: не заходите через одни ворота, но заходите через разные ворота. Если почитать тафсир этого аята, можно узнать, что, оказывается, толкователи практически едины в том, что он им сказал заходить через разные ворота, потому что он боялся сглаза для своих сыновей, потому что они были статными, красивыми, они плюс еще все братья, это неописуемое зрелище. Люди могли своими взглядами поразить этих людей, то есть даже пророки боялись сглаза. Однажды пророк, саллиллаху алейхи, зашел к своей жене Салима и увидел у нее девочку, которая выглядела неестественно, и пророк, саллаллаху алейхи, заметил, что на ней черное пятно, и сказал: прочитайте ей рукья, поистине ее коснулся сглаз. Поэтому, дорогие друзья, мы все должны опасаться сглаза. Это действительность. Но нужно сделать одну оговорку. Никогда человека не постигнет ничего, кроме того, что предписал ему Всевышний. Поэтому, если уж это произошло, надо понимать, что это предопределение. Но как от этого лечиться, мы сегодня об этом поговорим, иншаллах. А пока я хотел бы сказать вам о том, что сглаз бывает 3 видов. Первый вид — это завистливый сглаз, то есть аль-айнуль хасида, как говорят ученые. То есть человек просто смотрит на кого-то, завидует ему и хочет, чтобы этот человек лишился этого блага, и оно перешло к нему. Например, кто-то видит у другого очень красивую, необычайную какую-то машину и завидует так, чтобы эта машина перешла именно к нему. Он хочет, чтобы у этого человека этой машины не было, к примеру, и чтобы эта машина была у него. Это завистник. Такие люди, к сожалению, существуют, поэтому нужно человеку опасаться таких людей, и нужно соответствующие зикры читать. Дорогие друзья, об этом мы отдельно в этом ролике поговорим. Второй вид — это восхищенный сглаз. Аль-айнуль му'джиба, говорят ученые. Дорогие друзья, вот здесь самая большая опасность. Иногда человек может сглазить самого себя или может сглазить своих детей. Поэтому, если вам понравилось что-то в ваших детях, или понравилось что-то в вашем имуществе, или даже вам самому, в самом себе, то не забудьте сказать «Маша Аллах, табарак Аллах», а еще лучше сказать «Аллахумма барик», произнести вот эти слова. Я их, наверное, на экране напишу. Маша Аллах, табарак Аллах, или еще лучше Аллахумма барик, что означает «О Аллах, благослови». И это очень важно, дорогие друзья, потому что часто мы восхищаемся своими детьми или чем-то, тем, что у нас есть, а потом этого лишаемся. Дети, которые, казалось бы, еще вчера были послушными, перестают слушаться и так далее. В общем, проблем очень много бывает из-за сглаза. И, наконец, третий вид сглаза — это убийственный сглаз, аль-айнуль катиля, то есть это сглаз, который наносит непоправимый урон, ущерб человеку, вплоть до летального исхода, валиязу билля, пусть Аллах нас убережет. Дорогие друзья, иногда что-то может произойти с человеком такое, что заведет его в могилу. Кто-то может спросить, что неужели люди действительно от сглаза умирают? Да, пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи, сообщил о том, что после предопределения Аллаха самое частое, от чего люди умирают в его общине, это именно от сглаза.
И особенно часто от этого страдают женщины, потому что Аллах их наделил красотой, и очень многие люди смотрят на них, и в том числе не только мужчины, но и женщины часто восхищаются красотой других женщин. Женщины еще любят себя украшать, так ведь тем самым привлекать взгляды, поэтому, конечно, женщинам стоит быть вдвойне внимательными к этому. Ну и это еще не все, дорогие друзья. Знали ли вы о том, что иногда человек может быть сглажен не только человеком, но и джинном? Поэтому человек перед тем, как снять одежду, должен сказать «бисмилля», потому что именно вот это его слово «бисмилля», оно является преградой между его обликом и глазами шайтана, джинна, который тоже может сглазить человека. Об этом сообщил пророк Мухаммад, саллаллаху в достоверных источниках, и я, конечно же, это поставлю здесь на экране, этот хадис. Теперь давайте перейдем к практике. Какие же все-таки симптомы есть у того, кто сглажен? Дорогие друзья, проблема в том, что часто вот эти симптомы пересекаются с какими-то психологическими или медицинскими диагнозами. То есть у человека, например, может болеть голова, он может думать, что у него мигрень, а на самом деле это один из признаков сглаза. И проблема в том, что не всегда получается это отличить, как и в принципе вообще в целом в медицине, так ведь? Но нужно иметь в виду, что, возможно, человек сглажен. Поэтому то, что я в этом видео скажу, является очень важным, очень значимым. Это именно как защитить себя от сглаза. Какие бывают маркеры? Первый — это внезапность. Человек неожиданно в одночасье меняется. Сглазу чаще всего подвергаются, конечно же, успешные, выдающиеся люди, такие, которым часто завидуют, такие, на которых многие смотрят, и такие, которые не делают специальных зикров для того, чтобы себя защищать от сглаза. От сглаза, так скажем, никто не застрахован, то есть даже простой человек будет, может, он не выдающийся, но тоже может быть сглажен, так ведь? Итак, давайте перейдем к признакам, о которых я говорил. Я посмотрел, что говорят ученые на эту тему, и собрал для вас эту информацию. Сейчас я вам ее прочитаю. И симптомы можно разделить в целом на 3 группы. Первая группа — это как раз те 5 признаков внешние, о которых я в самом начале говорил. Это, так скажем, физиологические изменения, которые происходят в человеке. Обратите внимание вот на лицо человека. При сильном сглазе оно может внезапно пожелтеть или побледнеть. Значит, первый признак — внезапное пожелтение или побледнение лица. Человек начинает испытывать необъяснимую сильную боль в животе или ощущать тяжесть в руках и плечах. Сердце без причины начинает бешено колотиться, возникает тахикардия. И еще один характерный признак именно сглаза, который выделяют ученые, это частая непреодолимая зевота. Это вот те 5 признаков внешних, о которых я говорил в самом начале. Давайте теперь поговорим о признаках психологических. Во-первых, пораженный сглазом человек теряет способность концентрироваться на чем-то. Вроде бы только что ты с ним беседовал на эту тему, он говорит: о чем ты сейчас спрашивал? Он быстро забывает. Это рассеянность, которая, конечно же, известна еще со времен пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. Это было у тех, кто был заколдован или на ком был сглаз. Валиязу билля. Также появляется сильная забывчивость. Человек начинает необоснованно плакать. Это тоже ученые выделяют, то есть резкий, непонятный плач, вообще необоснованный. Возникает также сильное чувство стеснения в груди, удушающая тоска. Человек начинает отдаляться от семьи, уходя в крайнюю степень изоляции. Он забрасывает свой внешний вид, это тоже выделяют ученые как один из признаков. То есть человек перестает за собой следить. Начинаются панические атаки, депрессия, постоянная тревога. Более того, сглаз может провоцировать навязчивые мысли, то есть васвас, мнимые болезни, когда человеку кажется, что он смертельно болен, хотя анализы чисты. И третья группа признаков — это разрушение жизненных дел. То есть у человека буквально все сыпется сквозь руки. Казалось бы, успешный предприниматель неожиданно ощущает, что все вокруг рушится. Все, за что бы он ни взялся, оно превращается в песок. Еще вчера успешные методы ведения его дела сегодня абсолютно безуспешны. Человек неожиданно теряет все, что у него было. Все дело в том, что человек сглажен. Это то, что говорят ученые, и то, что я собрал для вас. Дорогие друзья, если вы узнали себя или узнали своих близких в этих симптомах и подозреваете, что вы сглажены, а такое, в принципе, может быть, особенно в наше время, ведь я же говорил, пророк саллаллаху алейхи сказал, что больше всего люди будут именно от сглаза погибать. Насалюллах аль-муафата фид дуня валь ахира. Дорогие друзья, не отчаивайтесь, потому что не существует такой болезни, от которой не было бы исцеления, как сказал пророк саллаллаху алейхи, что Аллах какую бы болезнь ни спаслал, он обязательно с ней вместе отправляет и исцеление. Просто некоторые люди знают это исцеление, а некоторые люди не знают. Итак, один из таких
способов, который описан в сунне для лечения от сглаза, это омовение. Но каким оно образом делается? Оно выражается в хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «Фаида стугсильтум фагсилю». То есть, когда вас спросят сделать полное омовение, то сделайте его. Что означают эти слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, которые переданы в достоверном хадисе? Оно означает, что люди во времена пророка, алейхиссалям, лечились от сглаза таким образом, что просили того, кто, вероятнее всего, сглазил тебя или твоего ребенка, например, совершить полное омовение, а потом водою, которая осталась от полного омовения, то есть он совершал полное омовение, и там оставалась вода, так ведь, которую он совершил, допустим, в тазике. Раньше же не было всякого рода душа и так далее. Этой водою они уже омывали того, кого сглазил он. То есть тот, кто сглазил, предположительно, он брал гусль, он омывал тело водой. Эта вода, оставшаяся после его омовения, использовалась для омовения того, кого сглазили. Это тот метод, который описан в сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в достоверном хадисе. Но что делать, если ты не знаешь, кто тебя сглазил? Что в такой ситуации делать и как поступить? Дорогие друзья, в этой ситуации читайте 2 последних аята суры Бакара, которые начинаются со слов «Амана расулю бима унзиля илейхи мир роббихи валь му'минун». То есть я эти аяты помещу, наверное, на экран, чтобы вы могли скриншот сделать. Это для тех, кто не знает, как их найти или затрудняется, или просто для того, чтобы вам было легче, я их помещу на экран. Читайте эти аяты как можно чаще. И вообще читайте как можно чаще суру Бакара. И знайте, что рукья, то есть чтение Корана, больше всего это сура Бакара, а также чтение суры Фаляк, чтение суры Ан-Нас помогает человеку избавиться от колдовства и избавиться от зла, завистников и в том числе с глаза. Очень важный совет. Встаньте в последней трети ночи. То есть, например, как я вам в предыдущем видео про дуа я показывал, что такое последняя треть ночи. Встаньте в это время, в последней третьей части ночи и искренне делайте дуа. Так же, как можно чаще делайте такое дуа «Ауду би калимати ляхи тамма, мин кулли шайтонин ва гамма, ва мин кулли айнин лямма». Я тоже эти слова, конечно же, оставлю здесь на экране, чтобы вы могли сделать скриншот и эти слова использовать, прочитывать как можно чаще. Также эти слова читайте тем, кто не может их сам прочитать. Например, дети. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, эти слова читал своему внуку Хасану и внуку Хусейну для того, чтобы никто их не сглазил. Ну и, конечно, очень важно, чтобы, когда вы читали эту рукью, вы были сами в сердце убеждены, что Аллах Всевышний посредством этой руки исцелит, потому что исцеление от Аллаха приходит, и Он видит, что вы читаете, и Он знает, что вы делаете. Поэтому именно убежденность в вашем сердце, чтение вот этих вот аятов Корана на арабском языке, которые я уже говорил, да, например, сура Бакара, сура Фаляк, сура Нас, чтение тех зикров, которые пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, оставил, вот это то, что действительно поможет вам, иншаллах, избавиться от сглаза в тех случаях, когда вы не знаете, кто сглазил. Дорогие друзья, болезнь всегда легче предотвратить, чем лечить, поэтому давайте поговорим о самом важном, о профилактике, как делать так, чтобы тебя не сглазили. Дорогие друзья, во-первых, дисциплина. Самое первое – это постоянное чтение азкаров вечерних и утренних. То есть, как только вы совершили намаз, утренний намаз, вы после него читаете утренние поминания Аллаха. Когда аср прочитали, например, читайте вечерние поминания Аллаха. Это нужно делать каждый день. Занимает это обычно около 5-7 минут. Я этим занимаюсь по милости Аллаха, и пусть Аллах Субхану ва Тааля продлит его эту милость. Уже много-много лет, больше 10 лет точно я постоянно читаю эти зикры. Хвала Аллаху. Поэтому, дорогие друзья, возьмите этот пример с меня, из тех, кто этим занимается постоянно. Читайте утренние, вечерние зикры. Это очень сильно вам поможет во многом. Во многом ваши дела поменяются. Второе – это старайтесь скрывать блага Аллаха, которые Он вам дает. Не нужно всегда фотографировать каждый подарок, который вам сделали, и выставлять его в соцсети. Не нужно выставлять своих детей в соцсети. Тем более, что многие из нас не читают руки постоянно своим детям, чтобы их не сглазили. Не нужно выставлять там, где могут их увидеть миллионы людей. Также не нужно рассказывать о своих благодеяниях так уж часто, если вы тем более не читаете постоянно зикры утренние и вечерние.
Это все не полностью запрещено, и это можно, но при условии, что вы постоянствуете в совершениях утренних, вечерних зикров. И, кстати, нет ничего плохого в том, чтобы сознательно скрыть свою красоту или даже немножко ее, так скажем, обезобразить в хорошем смысле этого слова. Что такое, я говорю? Я вам скажу сейчас интересный исторический факт, который передается в авторитетных книгах, источники я здесь поставлю. Вы знаете, что Усман бин Нафан однажды увидел красивого мальчика, и он понял, что этот мальчик, возможно, будет подвержен сглазу, и сказал: поставьте ему черную точку на подбородке. То есть тем самым вы этой точкой, так скажем, создаете отвлекающий маневр, да, для сглазывающего. Ну и очень важно, вы должны воспитывать в себе очень значимую привычку, когда вы что-то увидите, что вам понравилось, обязательно скажите «Аллахумма барик», скажите «О Аллах, благослови», скажите «Маша Аллах, табарак Аллах». Эти слова гасят огонь с глаза еще до того, как он вырвется наружу. Поэтому, дорогие друзья, обязательно вот эту возьмите себе привычку. И знайте, что болезнь с глаза, ее последствия и исцеление всецело находятся в руках Всевышнего Аллаха, поэтому постоянно делайте дуа, постоянно просите у Аллаха Субхану для благополучия, о том, как делать дуа правильно, о том, как усилить свою дуа, как добиться ответа и почему иногда наша дуа не принимается. Я снимал видео предыдущий раз, я его вот здесь вот тоже поставлю, можете посмотреть его. Дорогие друзья, пусть Аллах Всевышний всех вас хранит. Если это видео было полезно, то, конечно же, отправьте его своим друзьям, сделайте какую-то активность, там, что там бывает, лайки, подписки, что там бывает. Все это, конечно же, мелочи, которые помогают видео продвигаться, чтобы благо распространялось. До новых встреч, дорогие друзья. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.